Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Тайное о вас, но за вашей спиной. Что прояснится? А я бы сказала, с кем вам по пути? Что вообще происходит? И, возможно, это какая-то тема скрытая, но вы о ней узнаете. Должна сказать, что, скорее всего, откроют этот расклад те, которые где-то интуитивно чувствуют, что нет, что-то идет не так. Или сейчас вы находитесь в том отрезке жизненного пути, когда вам предстоит принять важное решение. И прямо сейчас у нас ноябрь, когда я делаю этот расклад, и я должна сказать, что это время, когда у нас словно обостряется интуиция. Время быть честным с самим собой и учиться доверять себе. У нас именно в ноябре Солнце в Скорпионе, в таинственном знаке. Великолепная интуиция у Скорпиона. И вообще Скорпион – это знак трансформации. Но и не только. У нас Лилит в Скорпионе, мои дорогие, до 20 декабря 2025 года. И мы знаем, конечно, что Лилит чаще негативное такое отношение почему-то. Ну, много, наверное, написано, но я сейчас совершенно не об этом. Лилит, вообще-то, это, знаете, бунтарская сила, которая поднимает то, что мы усердно закапывали долгое время в самих себе, или то, с чем мы соглашались, но какая-то точка, пункт невозврата. Когда мы себя спрашиваем, а сколько ты будешь с этим мириться, или как долго ты готов или готова это продолжать, а вообще тебе это нужно или нет. Это, по сути дела, вот эти два планетарных транзита, именно вторая где-то половина ноября, хотя у кого-то и пораньше, нас вынуждают сказать себе правду. И для этого нам нужна будет смелость. Ну и у каждого, я должна сказать, это может проиграться по-своему. У кого-то это любовь, у кого-то работа. Да, ну есть какие-то моменты трансформационные. У кого-то это будет касаться места жительства, мои дорогие. А может быть и в целом мировоззрение. Мы видим мир словно другим взглядом. Для тех, кто открыл видео позже, значит, для вас именно вот в этот момент, когда вы открываете видео, что-то подобное происходит, когда требуется поразмышлять или поразмыслить над какой-то темой и тоже быть откровенным самим собой. Ну и тем не менее, чтобы вы, мои дорогие, смогли сориентироваться, насколько вообще этот расклад подходит вам, мы сделаем сигнификацию. Давайте узнаем, что именно о вас говорят карты, кто вы, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Может быть, как спектр вопросов, которые нам обрисуют карты. Ну, точно, какое-то решение должно быть однозначное. Знаете, мои дорогие, раз туз мечей выпал, это вы уже, может быть, кто-то даже принял это решение прежде, и вот теперь смотрит, начал сомневаться. Да, так бывает, мы уже решились, даже сделали первый шаг, а потом идет как эмоциональный откат. Мы начинаем думать. Ну, что ж ты тут поделаешь? А может быть, это у вас уже внутреннее состояние решимости, когда и решение есть, и решимость уже как бы вот-вот на пороге, я готов идти в будущее. Потому что выход из лабиринта, я часто говорю об этом. Для кого-то из вас вы получили бумагу, известие, вот теперь обдумываете, правильно ли я поступил или поступила, может быть, буквально недавно, или приняла какое-то решение. Или, что мне с этой, допустим, бумагой делать теперь? Вообще, в принципе, каковы шаги дальше? Мы как будто из лабиринта эмоционального, ну, где-то уже наша душа выход нашла, это точно. А вот боязно сделать шаг навстречу судьбе, потому что по тузу мечей это всегда что-то неизведанное. Это, знаете, без гарантии как будто. Мы не знаем, что нас ждет дальше. Ну, вот все в тему. Королева мечей, прообраз Юдифи. Ну, где-то перекликается символика. И если мы говорим о Юдифе в целом, как бы энергии карты, которые нам передают, в каком мы настроении, состоянии можем сейчас находиться, прямо сейчас. Это действительно вы полны решимости, потому что
Может быть, какой-то вопрос очень сложный. Или, мои дорогие, вы никогда так не поступали. Вы еще ни разу не проходили какой-то сложный путь, на что вы где-то готовы решиться. Много явно тут будет сомнений, и, может быть, это требует от вас сейчас вроде бы как и решение есть, но эмоциональной силы, безусловно, нужны. Скорее всего, тут какая-то задумка именно вашего плана касается, когда не то, что и надеяться нужно на себя, но, может быть готовым к каким-то неожиданностям, когда придется перестраивать, корректировать собственные планы. Возможно, даже словно выкручиваться из какого-то сложного положения. У кого-то вопросы могут касаться по пажу пентаклей, действительно, какой-то бумаги, документа, или вопросы, связанные с детьми, или это какой-то новый проект, новая задумка с элементом новизны. Вот все то, что я только что сказала, да? Опыта нет. Это мы себя чувствуем, словно вот этот молодой человек, да? Ну, нет опыта, на что опереться. Может быть, хотя я должна сказать, все-таки паж пентаклей есть какая-то материальная основа вашего вопроса. Либо вы вот то, что вы задумали, имеет под собой какой-то материальный контекст, смысл, способы заработка или варианты работы, вот у кого-то так. Или пусть это через отношения, может быть и новые какие-то отношения, когда для кого-то буквально нужно взять ответственность на самого себя, на саму себя. И тогда вы думаете, а вообще я с этим справлюсь или нет. И какой будет отступной маневр, если я вдруг решу как будто уйти от этого дела или выйти из этого дела, из этих отношений? Или что я потеряю, что я приобрету? Вот такого рода вопросы прямо сейчас вы можете себе задавать. Это где-то, знаете, у вас сейчас тема мало что решение и решимость, так еще элемент выгодно-невыгодно. Что у вас сейчас, прямо сейчас? И тут тема, опять же, продолжается где-то взаимоотношений, но это, кстати, могут быть взаимоотношения по работе или какие-то договоренности. И с другой стороны перекликается так или иначе финансами. Может быть, это даже подготовка какого-то документа, к примеру, да, вот как я говорила, или важная бумага, а за нее надо заплатить. А сама бумага, может быть, только половину каких-то дел или вопросов, ну, где-то, если даже не решает, то, может быть, где-то помогает решить, да, а вторая-то половина, ее еще надо будет пройти и проделать. Поэтому расчет материальный тут определенно присутствует и, видимо, не вписывается сейчас в ваши планы, потому что карта недостатка. И недостатка взаимопонимания вы где-то ждете, тоже, я должна сказать, подвох, что вас могут подвести люди. Может быть, даже вот эта решимость уже есть, и она такая осознанная. Все-таки туз мечей и королева мечей. Это железно, осознанность. Зачем вы это делаете? Для чего вам это нужно? Ну, может быть, осознанность как раз кроется на каком-то предыдущем этапе вашей жизни, что и я не хочу, как прежде. Вот это точно. Что там завтра, я не знаю. Ну, вот как вчера, спасибо, не надо. Но видимо, где-то пугает, вот правда пугает, потому что и начало, и недостаток. Невозможно что-то просчитать. Невозможно, знаете как, даже тема у кого-то, которую вы задумали, может быть, она и происходит при взаимодействии с какими-то людьми, а веры этим людям пока нет. Либо вы их не знаете, недостаточно знаете, вот у кого-то этот дуплет так проиграется. Люди новые, да, и неважно, что тут, какая сфера жизни задумали. Поэтому тут непонятно, как бы, кто знает, может быть, говорит один, а два еще в уме держит. Что у вас прямо сейчас? Вы точно хотите себя поберечь. Но вот это очень правильная энергия, потому что если мы говорим, уже есть какой-то опыт, правда? Вы не хотите, чтобы вот еще раз какой-то там дежавю к вам повторилось, или какая-то прежняя, может быть, и разрушительная, или та история, которая вас, ну, все равно, как выбила из колеи. Мы явно не хотим даже оглядываться назад по девятке жезлов. Видимо, какое-то время для кого-то из вас был буквально стоп. Вот, да, это как зона отчуждения, зона, или, ну, я так условно говорю, но по периоду это именно как время застоя. Вы, с одной стороны, успели накопить силы,
А с другой стороны, уже и застой надоел, и в прошлое не хочется оборачиваться. Тут логическое грядет завершение какого-то дела, и одновременно, хотим мы того или нет, но, видимо, вот этот выход из лабиринта как раз и означает, что идти вперед придется, но идти вперед осторожно. И вы это где-то чувствуете. Может быть, поэтому пытаетесь, мои дорогие, себя прочувствовать, насколько я прав или не права в том, что я задумала или задумала. Насколько мой проект или план осуществим в реальной жизни. Девятка, тем не менее. В нумерологии всегда преддверие перемен. Поэтому вот вы сейчас как в момент перехода между прошлым и будущим, мои дорогие. Нравится или не нравится, и назад не пойдешь. У вас какой-то переломный момент жизни. То есть вы где-то столкнулись с этим не просто так. Это вы какие-то, как экзамен, может быть, жизненный, или какие-то важные итоги должны именно теперь подвести. И неважно, когда вы смотрите это видео. Просто, может быть, вот до конца 2025 года где-то эти энергии еще, они будут на вас оказывать такое, ну, это совсем еще недавние какие-то ваши решения, это то, что свежо в нашей душе, в нашей памяти, это еще где-то не притупилось. Но если вы открываете и позже это видео, значит, у вас сейчас какая-то тоже есть патовая ситуация. Вот обратите внимание. Воин нам показан, тем не менее, да? Девятка жезлов в классических колодах, обычно воин с перевязанной головой. То есть, ну, уже там где-то шишки он набил, уже какие-то минусы в своей жизни получил, он вынужден быть осторожным. И вот смотрите, идет все равно человек, как будто через какое-то болото пробирается. Остальные жезлы 8 он оставил за своей спиной. Нет смысла вот этот груз прошлого за собой тащить. Тут самому бы не увязнуть, но на всякий случай один жезл он берет, чтобы как бы на что было опереться. Вообще это значение вашей силы. Вы успели накопить, мои дорогие, силу, поэтому дорогу осилит идущий, или пусть эта дорога даже не ровное шоссе, а действительно какое-то болото, можно сказать. Может быть, это вы пытаетесь среди людей какую-то ситуацию для себя в плюс решить. Тут ведь у каждого как-то идет по-своему. И это не исключает. Ну, нам как будто один только путь через это болото, понимаете, а другого пути как будто нет. Нам именно вот этим путем надо пройти или именно этой дорогой. И поэтому мы себя сохраняем. И девятка будет говорить о том, что вот-вот что-то будет меняться. Но вам сейчас достаточно сложно. Это вы себя можете чувствовать, что я за что-то взялась или взялся. И, может быть, эти сомнения как раз и связаны с тем, что, как я говорила, вы раньше так не поступали. Кто-то может думать, что, ну, к примеру, даже, да, это нулевой аркан, это всегда такие юношеские силы, знаете, боевой клич, задор где-то. Но, может быть, неважно, о чем нам говорит карта в плане возраста, да, где-то тут именно передают больше эту юношескую энергию, или где-то карта подсказывает, что хватит сил. Так вот, у кого-то из вас вот эти сомнения могут быть вызваны, ну, где-то возрастными такими моментами. Я знаю, что меня смотрят люди, я вижу по статистике самого разного возраста, и даже те, которые за 60. Мои дорогие, возраст – это только запись в паспорте. И кого-то может останавливать, куда это я иду, зачем это я на это решилась, или зачем это я за это взялся, например, да. Другие как-то люди спокойно живут, вот сидят за этим забором, да и ладно, ну и что? Вот надо тебе было в это болото как бы пойти, да, сделать тебе туда первый шаг. Но тем не менее, это судьбоносный такой момент для вас, потому что старший аркан. И он говорит, что действительно будет что-то меняться. Будьте к этому готовы. Но у нас тут это колода Чиро Маркетти, и он прорисовал удивительного шута. Едва ли не старше, чем сам маг. Да, карта говорит, хаос перед началом творения. Творение еще не началось. Знаете, как прошлое, его уже нет. Мы уже завершили какую-то историю. Но тяжело нам именно потому, что будущее еще не родилось. Еще нет цепочки, да,
последовательности развития событий. У нас еще нет опыта, как у этого шута, а тем не менее наш шут жонглирует всеми знаками зодиака. Ну вот и вы, видимо, вам доведется общаться с самыми разными людьми. Приготовьтесь к этому. И тут такой очень многогранный опыт. Вы, неважно, сколько вам лет, вот у кого камень преткновения, это именно возраст, неважно, сколько вам лет, новый жизненный этап. Но для тех, кто помоложе, у кого таких мыслей нет, мои дорогие, ну, тут тоже элемент новизны. Но тут у вас другой момент, понимаете, те люди, которые имеют жизненный опыт, они идут, ну так, аккуратно, да, ступают осторожно, но уверенно. Так вот для вас где-то это тоже касается ступать осторожно, но уверенно, потому что опыта еще пока тоже нет. Пусть даже какого-то минусового опыта, но все равно меньше, мои дорогие. Решимости тут достаточно. Но, видимо, для всех, кто смотрит мое видео, будущее, оно как будто уже наступило. Мы даже на сегодняшний день, мы уже идем где-то. И, может быть, вот эти первые шаги, словно сквозь вот это болото, сложно. Одну ногу поставил, да, вторую вроде только занес, и тут же первая провалилась. Вот где-то, ну вот представьте себе, что вы идете по сугробам, например, да, вокруг ледяная пустыня, именно сугробы глубокие. По сугробу сложно пройти тоже, но это не болото, но сложновато будет. Одну ногу тоже достал, а вторая увязла. Вот где-то вы можете это чувствовать. Ладно? Так что же там происходит за вашей спиной? Именно то, что касается вас. Или как разговоры, возможно, о вас. Какая тема? Кто говорит и что говорит? Какие персоны? Что происходит? Ну, я должна сказать, вас воспринимают как человека надежного. И если вы уже какие-то согласования провели, если вы уже тут с чем-то как будто определились, или первые шаги, вот мы с вами сказали, то вы производите у людей, с которыми вы контактируете, именно как впечатление о человеке, который понимает, зачем ему это нужно и какой путь он должен пройти. Вы очень хорошая по королеве Пентаклей, создаете впечатление одновременно человека ресурсного, в том числе и по финансам. То, что вы думаете, да, вот у вас тут и брешь какая-то может быть финансовая, и вообще непонятно что, и вроде что-то я уже начал или начала, нужно ли мне это теперь, да, как будто решение принято, а потом мы сели, стали думать, вот что-то такое. Но, тем не менее, что сделано? Назад уже не вернешь, и по королеве Пентаклей тут словно какой-то механизм уже работает. Но вам люди доверяют, это вы именно, да, это люди, которые действуют по закону. Может быть, действительно у кого-то даже вопросы в суде или с подписанием важных бумаг, составлением, как я говорила, важных документов, именно потому что закон вас бережет. Вот и где-то люди понимают, кстати, что лучше с ней или с ним, ну, у нас просто королева, и больше всего девочек смотрит, моих дорогих. Ну, мужчины перекладывайте на себя, мне просто так удобнее, конечно. Тем более от моего лица, ну, если будем говорить, да, я тоже женщина. Вот, так они понимают, что с вами лучше вот не связываться, не играть в какие-то двойные игры. Пусть даже история касается отношений. То, скорее всего, ваш оппонент или те, или работы даже, да, скорее всего, вот ваши оппоненты, мои дорогие, или с кем вы взаимодействуете, они понимают, что вы сами человек надежный, и игра с вами в прятки не получится. Может быть, эта игра была прежде, но теперь, да, теперь понимают, нет, тут нельзя вас как будто пытаться даже обвести вокруг пальца, не получится. Ладно, что еще и кто о вас говорит, как воспринимают? Так, ну, может быть, у нас вторая персональная карта, да? Может быть, это у кого-то конкретно человек, или с которым вы взаимодействуете, король кубков. А кто это? Давайте мы спросим. Я вот тут еще хочу достать некоторые карты. У кого-то вопрос
Ну, может быть, именно по части личной жизни. Значит, это человек, который понимает на сегодняшний день и представляет вас. Ну, тут буквально может быть даже пара, у кого-то вопросы семьи или вопросы пары, когда, может быть, тут такая будет траектория ваших отношений, когда прежде были договоренности, все шло, к примеру, к браку или к оформлению этих отношений, была любовь, были ну, какие-то очень надежные длительные связи, контакты. И дальше-то у нас карта любви выпадает, по сути дела, двойка кубков. Или когда мы можем договориться. Ну, по крайней мере, вот какой-то человек о вас более чем хорошего мнения. Но, видимо, понимаете, кто о вас что говорит. Есть какая-то тема, если мы говорим, например, это касается личной жизни, да? И вот то, что я сказала, какая-то преамбула у вас была, когда начиналось все неплохо. То вот на данный период жизни у этого человека какие-то изменения в планах. Либо изменения в планах, либо он получил какую-то новость, либо получил какой-то документ. И как будто он задумался, мои дорогие, с чем это связано? Кто у вас за вашей спиной? Вы знаете, в принципе, вот насколько это касается именно вас. Да, это вас касается. И опять же нам показывают пару. Здесь действительно какая-то история, которая больше касается именно либо личных контактов, либо дела, которое касается вашей личности, либо семья. Может быть, это сейчас. Я могу такое предположить, потому что кто-то смотрит, как я говорила, на работу, кто-то на личную жизнь, кто-то, может быть, вообще там финансовая тема. Финансовая тема у вас будет решена, мои дорогие. Вот я вижу, так вот немного забегая вперед, потому что от начала до конца как бы стабильные карты. И я допускаю, что люди, пусть это будет личная жизнь, тогда просто в личной жизни двойка кубков будет говорить о любовном интересе, о чувствах. Здесь не про страсть эта карта, нет, это об искренности. Это вас человек видит человеком искренним, надежным. Но, видимо, то, что он вам не говорит и не скажет, кстати, потому что по рыцарю мечей он пытается найти какую-то правду или пытается найти какую-то траекторию. Он сам где-то, человек мог запутаться, или если это вопросы касаются уже не личной жизни, а это какая-то рабочая ситуация или договоренности, может быть, даже через какие-то организации, официальные лица или судебные какие-то дела. Тут явно какая-то тема вскрылась или появился дополнительный пункт, когда происходит словно торможение. Сначала торможение, да, или когда заминка, будем говорить, но потом это только ненадолго, мои дорогие. Это только лишь для того, чтобы словно больше иметь понимание, как действовать дальше. Так вот, дальше у нас идет тройка жезлов, и здесь уже практически это карта будущего. Да, тут не с места в карьер, не очень быстро, потому что человек, он как бы опять просчитывает по тройке жезлов, потому что он должен что-то, ну, может быть, оформить, завершить, подвести свой какой-то баланс между прошлым, словно и будущим, или прежде чем какой-то документ заключить с вами, или прежде чем на что-то решиться. Или, может быть, когда какая-то встреча, мои дорогие, планируется, и значит, тут есть какие-то подвижки, по крайней мере, с учетом рыцаря мечей, здесь может быть, ну, как коррекция планов в плане времени именно, да, по какой-то дистанции, хотя я у кого-то могу допустить и по дистанции, даже по расстоянию может быть коррекция, или по месту какой-то встречи, важных контактов. Вот здесь есть, вот по крайней мере, будьте к этому готовы, что здесь могут быть для вас какие-то сроки, которые сдвигаются. Вам об этом скажут, вам об этом заявят как бы, да, причем получить вы можете это известие совершенно неожиданно. Вы можете и бумагу получить, кто-то думал, получу позже, а получите раньше. Или наоборот, или какой-то, допустим, финансы, может быть, поэтому вы сомневаетесь, да, у нас финансовая тема на кону, мы об этом говорили.
Вы думали, какой-то платеж вам придется делать позже, а здесь вы узнаете, что буквально вот прямо сейчас или завтра. Ну, или какая-то дистанция, она немножко тоже корректируется по времени. Но как будто вы совсем справитесь, мои дорогие. Ресурсы есть, ресурсы будут. И раз у нас, ну, наверное, поэтому и тему какую-то вы задумали, непростую. Ну, посмотрите. Вот, кстати, рыцарь мечей, когда мы ищем правду, мы ее находим. Поэтому все те, ну, как вопросы, которые вы себе сейчас задаете или ищете на них ответы, вы найдете, не переживайте. Если вам кажется сейчас, ну, как-то так вот темновато, и я словно вот на краю обрыва, да, вот нам буквально так рыцарь мечей показан. Но, тем не менее, будьте уверены, что вы сумеете решить какую-то задачу, проблему. Хотя я могу точно так же предположить, что кому-то из вас и человек финансово может прийти на помощь в той или иной мере, раньше или позже. Может быть, какая-то поддержка тоже есть, но и вы-то сами ресурсны. Я могу даже так сказать, мои дорогие. Потому что вы, может быть, да, если мы рассматриваем как архетип карты, королева Пентакли– это та, которая, в принципе, она готова всем помогать, кого любит. Потому что это часто заботливая жена, любящая мать и тоже заботливая, да, хранительница домашнего очага, та, которая любит, чтобы у нее все было в порядке, так вот душевно, гармонично. Ну, а король Пентакли– это великий консерватор, это тот, который все сохраняет. Но, может быть, у вас были одни какие-то планы, и к этим планам основным, да, примыкали как лучики к Солнцу, или лучики вообще-то от Солнца, но тем не менее, скажем, примыкали какие-то подпланы, подпункты, да. Вы пытались соединить воедино некоторые разные, может быть, части, и вам так было гармоничнее. Вот, кстати, тогда вот этот триплет будет вам говорить вот о чем, что вам придется корректировать планы и от чего-то отказаться. Именно потому, что сдвигать сроки, вот эти, о которых я говорила, придется вам. Потому что то, что вы услышите, это будет тоже где-то заставлять вас пересмотреть что-то либо по времени, либо по финансам, либо как-то раньше, может быть, какое-то решение придет. Решение суда, например, даже так. Или придет какой-то важный документ, а вам за него нужно проплатить. Но тут я допускаю, потому что иногда по рыцарю мечей все ускоряется. То есть тут мы все разные. Давайте еще узнаем, что там за вашей спиной решается, кто и что решает. Но здесь именно документы и финансы. Вот это даже если с подсмыслом идут отношения, но тогда и оппонент, может быть, как и вы где-то просчитываете. Потому что тут по королю кубков всегда идет материальный интерес, мои дорогие. Хоть есть и эмоции, кубки вроде, но это единственная карта в колоде, и которая характеризует человека, который правильно переключается между эмоциями и практикой. Вот где эти эмоции нужны, он их проявляет. Дарит любовь, принимает любовь. Почему нет? Но есть и темы, которые там эмоции, только хаос и путаницу создает. Ладно, так кто еще что говорит о вас? И что там готовится? Готовится какая-то бумага, готовится какое-то решение. Ну и вы, может быть, готовите какой-то словно финансовый прорыв по тузу Пентаклей, особенно в этой колоде. Посмотрите нам, олень волшебный, и у него на рогах магический Пентакль, хочется сказать. То есть это время заработков. Первый шаг в этом времени. Или первый шаг к какому-то финансовому прорыву. Это начало. Но вот то, что вы задумали, вот посмотрите, вам как будто может быть и по судьбе даже, а вы тут сомневаетесь. Потому что по справедливости, ведь эта карта еще судьбы и кармы. Но тут явно что-то стоит продолжать. Так, а кто же о вас что говорит? А вы знаете, вами могут восхищаться вообще-то, мои дорогие. Я не вижу тут ничего плохого. Я вот, как и предыдущий, да, ряд мы с вами достали. Да ничего плохого. Вы производите, вот, то есть все ваши, хочется сказать, тараканы, они ваши, мои дорогие. У других другие тараканы, но вас-то воспринимают как смелого человека, который не боится. Может быть, у вас и сложности есть свои, да?
есть и какие-то трудности, но вы идете вперед. Потому что по пажу жезлов это тот человек, который идет за велением из сердца. И тот, который осваивает новый путь. И где-то вам это по судьбе. Да точно все, что я сказала. Вы знаете, вас люди могут даже, вот что о вас могут думать. Вы харизматичный человек. Вот больше тут уже хочется сказать даже так. Потому что мы ведь тайное, скрытое за вашей спиной рассматриваем. Они, может быть, с кем вы контактируете в ближайшее время, вы-то можете о людях думать все что угодно. Вы можете в них сомневаться. Но в вас люди видят ту личность, которую они встречают даже пусть на какой-то короткий период времени, не просто так, а вот как судьбоносно. Вы вызываете интерес. Им хочется с вами поговорить. Им хочется, может быть, кто-то за вами буквально наблюдает, потому что ему нравится или ей нравится, ну, как вы излагаете свои мысли. Или как воспринимаете, или что думаете по поводу даже внешних каких-то событий. Ваши взгляды, в принципе, на жизнь. Есть элемент смелости, да. И даже те, кто вот меня смотрит в возрасте, вот я немного скажу, вот я уже где-то затронула эту тему, что возраст – это только дата в паспорте. У вас и энергии хватит, у вас и юношеского задора, там тоже все в порядке. Потому что кто-то как раз может даже восхищаться тем, что невзирая на возраст, да, вы все равно идете вперед. Вот вы не боитесь трудностей, понимаете? И людям даже, может быть, и хочется продолжить с вами отношения после того, когда какое-то дело, процесс, тема завершится. Тут, правда, видят, что вы как не боитесь судьбы. Вы идете смело, причем по тем путям или обстоятельств, или внешних, может быть, даже событий, или готовы что-то менять. Ведь это 20-й старший аркан. По сути дела, это развилка между прошлым и будущим. Так вот, кто или что думает, говорит о вас, да, или что там тайное за вашей спиной. Вы все это узнаете, мои дорогие. Тут нет скрытых каких-то хитриков. Наоборот, я тут вижу, по крайней мере, карты нам раскрывают ту историю, что люди вами, как я сказала, могут и восхищаться, и где-то вам говорить, или просто они будут молчать, мои дорогие, наблюдая за вами. Но поверьте, даже пусть вы сталкиваетесь с кем-то не на долгий период времени, значит, вы что-то говорите такое человеку, вы даже этого не можете не замечать. Может быть, вы фразу какую-то говорите или обронили то, что для вас само собой разумеющееся. Вот даже ваши слова западают людям в души и заставляют это обдумать, применив к самому себе. Значит, знаете, вот как ваше слово отзывается в душах многих. Кто и что говорит о вас, и что там тайное за вашей спиной. Все то, что я сказала. Ну, давайте уже вот теперь о вас. Колесо фортуны. Я всегда говорю, вот сейчас вам фартит. Вот самое время. Не устраивайте себе какое-то самокопание. А такое может быть. Потому что всегда колесо, да, и фортуна, мы говорим, это как цикличность все равно какая-то, она присутствует. И мы знаем, колесо как будто идет наверх, а потом оно неизбежно пойдет вниз, сначала достигнув какого-то пика. Вот сейчас самое время. Сейчас как будто это идет наверх. Приготовьтесь к тому, что потом будет где-то и пауза, мои дорогие. Вполне вероятно, к примеру, вам, может быть, сейчас приходится выполнить. Вот для тех, кто смотрит в ноябре именно, когда вышло это видео. Тогда я вам могу даже по срокам сказать. Приготовьтесь к тому, что где-то последние дни ноября, но это планетарно, там будет словно, знаете, такое тишина, ну или планетарные транзиты, правда, там как пауза какая-то всеобщая. Потом может так немножко раскрутиться колесо истории где-то в декабре, а с середины декабря опять будет пауза. И уже туда где-то больше на январь 26 года там, ну, уже продолжится в каком-то новом ключе. Может быть, вот вы этого не видите, кстати,
И люди, с которыми вы взаимодействуете даже, да, почему, вот я могу даже объяснить, почему некоторые сроки сдвигаются. А потому что с кем бы вы там не взаимодействовали, будь то это конкретная персона, касается личной жизни. Значит, у человека сдвинулись сроки, и не он их сдвинул, а что-то там сдвинулось, ну, вокруг него, как третьи силы, третьи события, да. Если это касается официальных лиц, там тоже идет какой-то информационный поток, или поток какой-то деловой активности, которая уже планируется на последующий период. То есть это не зависит, тут нет подвоха, опять же хочется сказать, поэтому держите руку на пульсе. И может быть даже если вот некоторые сроки, и вы смотрите из-за этого видео, пытаетесь сориентироваться, может быть врут, обманывают меня, да, а может быть это я тут что-то сглупил или сглупила, да, но нет, тут вот именно есть какие-то объективные причины, почему сроки сдвигаются. Но и для вас сейчас время действовать. Все идет сейчас своим чередом. Тут не надо что-то ускорять. Но если сейчас, словно что-то нужно сделать быстро, вот по колесу фортуны это всегда так. Нам говорят, не откладывай это на потом. И даже если вы словно сейчас просчитать что-то не можете, да, вот буквально до мелочей, но тогда просто знайте, что если один какой-то проект, процесс, дело, оно ускорилось, значит, вполне вероятно, вы скоро убедитесь в том, что с другой стороны, я имею в виду в другом каком-то деле или вопросе, то, что вы планировали тоже в этот срок, оно, скорее всего, тоже может где-то наоборот встать на паузу. Вот тут, понимаете, тут все равно будет равновесие определенное. Что там еще за вашей спиной? Вот такие карты, мои дорогие, уже я не буду даже дальше продолжать. Посмотрите, карта победителя. Вот вы знаете, вот то, что вы задумали, у вас точно, железно получится. И я не продолжаю, потому что лучший враг хорошего, правда? Посмотрите. Тут словно высшие силы, ангелы небесные, тут буквально ангел трубит о возрождении, избавление от боли, избавление от страданий. Значит, то дело, которое вы себе задумали или хотели бы осуществить, да, или начали, вот тут именно какие-то начинания уже, как будто они пошли, да, вы как пытались уже раскрутить вот этот маховик своей собственной истории. И, может быть, на первых порах он, знаете, вот как будто заржавел, вот так со скрипом идет. Ничего, все раскрутится, поверьте. Но и победа ваша, мои дорогие, будет. Дорогу осилит идущая, это точно. Но давайте мы с вами сделаем вот так. Потому что немножко пошло не так, мне не хочется нарушать этот баланс, потому как и второй ряд нам, в общем-то, не давал, ну, как бы темы для подвоха рассматривать. Но все же, давайте мы 3 позиции, и вы загадаете на каждую из 3 карт по определенному человеку. Знаете, это как своего рода поиграем с интуицией. Прислушайтесь к вашей интуиции, загадайте на каждую позицию конкретного человека, а мы давайте узнаем, к чему приготовиться или с кем вам по пути. Ну, может быть, разные персоны, да, потому что вот у нас тут такой второй ряд пошел, что это могут быть и вопросы личной жизни, это могут быть, пусть не личная жизнь, а все равно все решают люди. Значит, какие-то контактные официальные лица. Вот чтобы прояснить по пути или не будут ли вас обманывать, можете ли вы доверять или к чему приготовиться. Ставьте на паузу, кому маловато времени, а я начинаю. Первая карта. Вот кого вы задумали на первую карту, тут, знаете, 1000 желаний может быть. Тут какой-то хаос в мыслях у человека. И если мы говорим с ним по пути, но это по семерке кубков явно ненадежный человек, который сегодня сказал одно, завтра он сказал другое. Но тут, знаете, с этим человеком хорошо отдыхать, вот будем говорить. Весело, интересно, так вот беззаботно где-то. Но беззаботно заботы могут быть, кстати, на ваших плечах по части материальных дел. Потому что это семерка кубков. С одной стороны карта конфуза, с другой стороны хорошего настроения и жадности, хочется сказать. Вот кто у вас по первой?
траектории проходят, мои дорогие, то, скорее всего, с этими человеками, будем говорить, людьми, вам нужно перепроверять документы, быть предельно осторожным в деньгах. И не потому, что, ну, кто-то нарочито пытается вас обмануть, а вот как-то беззаботно человек относится к материальной составляющей дел, вопросов или просто надеется на вас. Мы ведь тут раскрывали, правда? А что это для вас? Что там за вашей спиной? За вашей спиной тут, понимаете, человек сам. Либо вас видят выгоду вот конкретно, да, а люди находятся в таком положении, когда без вас они не видят, как им вообще справиться с поставленной задачей или куда им идти. Карта искаженного восприятия. Люди могут вас искаженно видеть. Вот по первой позиции, кого вы загадали, мои дорогие. Люди могут где-то сделать один шаг вперед, а потом тут же 2 шага назад, потому что им страшно. Вот такое тоже. Ни разу ни одна карта не говорит о надежности. Так к чему приготовиться? С этой персоной вам по пути. Но если вы, знаете как, ай, как раньше была такая игра, да, мыло-мочало, вот точно. Или начинай сначала, или когда все, знаете, как тяни-толкай какой-то. Вот и причем и тяни, и толкай — это вот вы сразу в двух лицах. 2 семерки. Мало того, что пауза, какие-то задержки, пустые обещания, пустые надежды. Семерка пентаклей. Пустые надежды могут переключиться на заключение каких-то договоров, на какую-то юридическую или бумажную основу, да. С другой стороны, это где-то и вы можете оказаться в такой ситуации, когда вы как будто вынуждены будете считать буквально мелочь, мои дорогие, вы должна сказать и так, и будете сожалеть, зачем я на это согласился или согласилась. Потому что вам потом потребуется какое-то время, словно, ну, выкарабкаться. Может быть, из осложнившейся финансовой ситуации, либо когда вас кто-то будет, допустим, банально, тут ведь, может, если кто-то у вас просит занять деньги, да, допустим, чтобы вы ему одолжили, то вы тогда будете долго это ждать, возвращения, если когда-либо дождетесь. Потому что тут нас кормить скорее будут завтраками. Еще не созрел, что называется, еще не время. По первой позиции сказать, что по пути это только если вы сознательно идете на то, что вы готовы к каким-то тратам, вы готовы к переменам настроения конкретного человека, вы готовы к тому, что у него будут перепады настроения. Сегодня хорошо, утром, а вечером уже плохо. Или, ну, какая-то незрелость тут будет. Потому что вы будете все время зависеть от человека и от его планов. А его планы, как майский ветер. Вторая половина. Вторая карта, точнее. Ух, тут прямо конкретно юридическое лицо может быть, да? Судьи, юристы, адвокаты или официальные лица, которые отвечают за свои слова, готовят какие-то документы, это рационализм. И в целом я могу сказать, что да. Вот если особенно вторая позиция, вы загадали, ну, людей, которые именно работают по регламенту, по протоколу какому-то, то, что положено, человек, в принципе, должен выполнить. Ну, давайте мы посмотрим, к чему быть готовым или готовой. Десятка мечей. Ну, наверное, все не так однозначно. Вы можете, кстати, услышать от этого человека, если вот вы рассчитываете, будьте готовы услышать какую-то правду о том, что, ну, по крайней мере, правду вы услышите. Вас обманывать не будут. Тут будет какая-то точка поставлена. Может быть, это будет как один из вариантов взаимодействия. Или, может быть, это будет, допустим, оформление каких-то документов или решение вопросов, когда предполагалось это одним образом, и вот именно этот предполагаемый образ или то, что как метод, это не будет работать. Придется искать какие-то обходные пути, это точно. А что человек задумал в отношении вас? Ну вот понимаете, тут какая-то тоже история такова, что человек пытается
разобраться в какой-то ситуации. Потому что человек сам может находиться, пусть даже это официальное лицо, может быть, на него влияют третьи лица, кстати. Может быть, это где-то его вынуждают, если это официальное лицо, я такое могу допустить. И ему очень сложно. То тогда за вашей спиной идет какой-то спор, точно спор, прение. И выбор этот сделать очень сложно. Может быть, спор или когда, знаете, если касается закона. Есть много подзаконных актов. И, допустим, ваш оппонент, ну, все зависит от сложности вопроса и характера вопроса самого. Там, значит, есть какие-то такие нюансы, которые, ну, тут тоже их приходится учитывать, и они не совсем идут в том ровном таком ключе, понятном, как это было в первозданном виде задумано. Тут явно идет какая-то коррекция, но тем не менее, выход какой-то будет найден, мои дорогие. И, скорее всего, так, с чем это будет уже? Вы знаете, тут будут, я вам могу сказать так, второй человек будет участвовать в вашей жизни, вы точно будете встречаться. Если это официальные лица, значит, если мы спросили, с кем по пути, да, к чему приготовиться. Вот приготовиться я уже объяснила, какие неожиданности могут быть, что придется что-то перестраивать. А будет ли вам с ним по пути, с этим человеком, да, какой-то период времени, по пути будет. Надолго ли, неизвестно. Причем здесь может быть даже так, что какое-то дело становится на паузу, неважно, официально или через отношения. А потом проходит какой-то срок, и тогда идет возобновление, причем очень скорое, стремительное. По восьмерке жезлов это тоже иногда карта трактуется как трансформация, мои дорогие. Трансформация через известие, через какую-то информацию, через какой-то документ. Может быть, это и вам напишут, позвонят, или вы получите какую-то бумагу, или вас куда-то вызовут. Я это тоже допускаю, мои дорогие. И такое вполне вероятно. Но как будто по шестерке кубков здесь может быть очень приятное продолжение. По крайней мере, карта не говорит. Иногда это карта ностальгия. Может быть, это вы задумали того человека, которого уже давно знали, но какие-то неопределенности с ним или нерешенные еще вопросы остались. Поэтому, по крайней мере, в ближайшее время, ну, тут нельзя сказать, что что-то завершилось. Тут завершился просто один, словно этап, либо отношений, либо один метод завершился. Перекладывайте на себя в зависимости от персоны, которую вы загадали. Третий человек, да, или третий, а тут ну, десятка жезлов. Ну, словно устали и вы, и человек, устали оба. Какая-то ссора явно была по пятерке мечей или к чему приготовиться. Может быть такая ссора. С чем это связано? И по пути ли вам? Полярные энергии. С одной стороны карта конфликта, с другой стороны приятных, радостных эмоций, подарков и любви. Это о чем? А это какая-то спорная может быть ситуация по деньгам, мои дорогие. Это может быть с конкретным человеком, которому вы очень долгое время помогали. Вам придется пересмотреть некоторые позиции по части вашей помощи, это точно. Вы включились в какую-то многозадачность, и вот прете, извините за выражение. Я надеюсь, мой сленг, в принципе, допустим. Так вот, тянуть эту вязанку жезлов из десятки этих жезлов уже как будто не нужно, не стоит. А вот одного жезла вполне хватает, как вот по девятке, да, для того, чтобы было на что опереться. По этой карте мы включились всегда в какую-то деятельность, которая нам не принесет, ну, абсолютно никакого прорыва. Может быть, кто-то из вас загадал то дело, тема или человека, которого вы очень давно знали. Да, тут и будет тогда и ваша помощь. Это тут могут быть и отношения, которые, ну, словно из пустого в порожнее. Это, знаете, все время с вашей стороны какая-то активность, а со стороны человека могла быть тоже какая-то пустота. И вы вот где-то подустали. И, может быть, вы уже сейчас где-то думаете, сколько активности или сколько сил, ресурсов своих вы вложили в эти отношения или в это дело.
и какой КПД из этого получили в конечном итоге. Я могу сказать, что вас это точно не радует. Хотя это радует вторую половину. Мы рассматриваем, да, с одной стороны конфликт, с другой стороны человек как раз хочет что-то продолжить, но вы уже не хотите. Это вы уже устали. И шестерка пентаклей, я могу сказать, это вы как добрый ангел для кого-то, правда, мои дорогие. Это вы как буквально материальная подушка безопасности для кого-то. Вас люди видят, или человек конкретный, как очень ресурсную персону. Это знаете, как у классика. Эх, прокачусь. Почему бы мне не прокатиться? А тут как будто уже бы надо бы скинуть этот воз. Ну да, для начала должна быть какая-то умеренность. Вы знаете, тут может быть какая-то задача даже по работе, когда, мои дорогие, вот может быть вы задумали какого-то человека как партнерские отношения по бизнесу. Вот если это с каким-то образом, точнее, каким-то образом связано с заработками, то тогда как будто вы будете все равно что-то продолжать. А тем не менее, вам нужно умерить пыл и активность. Аркан умеренности, понимаете, вы словно пытаетесь бежать впереди паровоза. Вы участвуете в тех делах, куда вам вообще не надо ни разу. А вот смотрите, замедлитесь обязательно, потому что тут, скорее всего, вас жизнь заставит переключиться на какие-то свои истории. У кого-то это будет связано с поездкой, с переездом, когда ускорится у вас как время жизненное. И может быть, если это финансовая тема, значит, тут могут деньги вам буквально понадобиться. Ну, может быть, у кого-то это будет связано даже с автомобилем. Хотя, ну, тут не совсем правильно трактовать старший аркан колесницы как авто. Но, тем не менее, иногда это проигрывается. Вот, может быть, да, вы кому-то помогали, а тут у вас такая ситуация, ехать надо, а ехать не на чем. Или это вы сами как уезжаете и будете где-то там отсутствовать, и вам сейчас нужно, ну, где-то подготовить почву вот для вас самих, да, к какому-то последующему периоду, а вы как будто увязли в какой-то прежней обстановке, в каких-то делах, и вместо того, чтобы подумать о своем прогрессе буквально, да, где-то сохранить силы, вы тратите их на то, что не надо. И вот если мы где-то более вдумчиво, вот так, как по умеренности, да, куда-то не торопимся, и это будет дважды вам помогать, потому что всегда старшие арканы дают совет. Ты скоро столкнешься с внешней ситуацией. С одной стороны, у тебя что-то будет, может быть, и притормаживаться, но в другом каком-то аспекте или ракурсе приготовься к тому, что у тебя именно твои планы. То, что касается тебя, твоей личности, оно будет ускоряться, и ты будешь вынужден бросить все равно эту вязанку, потому что тебе как по судьбе так не получится действовать дальше. Ты вынужден пересматривать. Поэтому совет: давай-ка ты сейчас уже так умеренно, постепенно сбрасывай-ка ты вот этот гнет или вот этот груз, который ты волочешь. Тут больше те отношения, которые, мои дорогие, когда заинтересованы в вас, а не вы. Вот такие три разные составляющие. А мне хочется, знаете, достать еще четвертую карту. На ту персону, как инкогнито. Ну вот как Немо, это непознанное. Кого вы не знаете. С кем вас сведет жизнь. И будет ли вам с ним по пути. Любящий человек может прийти. Тут мало того, что любящий человек. Здесь я, конечно, могу даже допустить, что человек, который вам знаком, и знаете, это тогда как по судьбе, вас догонит, да? Вот вам почему нужно идти вперед? Может быть, третья позиция. Но тут может быть тот человек, мы не будем оборачиваться уже назад, но если мы спросили карта любящего человека на инкогнито, кого мы не знаем, я должна сказать, что тут может быть тот человек, особенно для тех, кто может быть один или одна, занимаясь совершенно другими какими-то вопросами. Может быть, вот эта поездка или переезд у кого-то, и вас там на другом конце, может быть, даже континента, у кого-то переезд очень далеко, ждет ваша судьба. Это те отношения, которые по рыцарю Пентаклей будут продолжаться очень долго, лет 10-20. Это тот человек, который будет где-то любить вас, который готов буквально до альтруизма.
Ну, может быть, и вами восхищаться я такое могу допустить, потому что любящий человек — это как безусловная любовь. И смотрите, аркан Мир, а ведь и правда у кого-то на другом конце континента. Это у вас, знаете, как куда меня заведет судьба. Вот вы даже не предполагаете, куда вас заведет судьба и с какими людьми вас еще она сведет. Тут ведь по аркану Мир — это как будто те люди, которые вам помогают, вот как по аркану Мир, возможно, все. И здесь хотите как будто финансовой стабильности — пожалуйста. Хотите добиться каких-то высот в карьере — пожалуйста. Хотите быть популярным — пожалуйста. Лавровый венок и так далее. Вот вы можете вы встретить такого человека, который вам отчасти поможет научить самого себя ценить именно себя. И, может быть, окажет где-то вдохновение, а то и буквально какую-то поддержку, кстати, по рыцарю Пентаклей, когда вы, ну, словно ваша душа расцветет, мои дорогие. Вот такое может быть. Поэтому я так вижу в нашем раскладе. Пусть тут три такие персоны, ну, как-то так, ни шатка, ни валка. А вот как раз то, что Немо или инкогнито, очень даже имеет смысл продолжать. Поэтому, видимо, вам куда-то, может быть, и придется вот эта трансформация, ведь, по сути дела, колесница — это тоже аркан трансформации, когда мы не оглядываемся назад, а полный вперед. Значит, будущее ждет уже как будто вас. Может быть, для кого-то создать шедевр или выполнить свою миссию, или просто, мои дорогие, быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. А также хочу пригласить вас на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. У меня разные статьи, как «Коридор возможностей на 2026 год», «Выход из повторяющегося сценария», «Херон в Овне», да, ну там и другие планетарные транзиты. Ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, и я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.